1918 году компания John Deere приобрела компанию Waterloo Gasoline Engine Company. Вместе с ней она получила права на производство и продажу тракторов Waterloo Boy, которые к тому времени уже пользовались большой популярностью. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами перенесемся в Америку начала 20 века и поговорим о легендарных тракторах Waterloo Boy. История тракторов Waterloo Boy началась с фермера-изобретателя Джона Фролиха, округ Клейтон, штат Айова, США. В начале 1890-х годов Фролих занимался молотьбой зерна. Для работы с молотилками использовались громоздкие паровые локомобили весом до 20 тонн. Кроме необходимости постоянной подачи воды и топлива, их проблема была в том, что они были низкоманевренными и пожароопасными. Фролих решил заменить паровой двигатель на двигатель внутреннего сгорания. Летом 1892 года он приобрел одноцилиндровый бензиновый двигатель Ван Дюзен мощностью 14 лошадиных сил и вместе с кузнецом Уиллом Манном установил его на шасси самоходного парового локомобиля Robinson Company. Осенью того же года в Лангфорде, Южная Дакота, состоялось первое испытание. За 52 дня работы Фролих обмолотил почти 2000 тонн зерна, что превосходило показатели паровых молотилок конца 19 века. Это был первый трактор с двигателем внутреннего сгорания. В январе 1893 года была основана Waterloo Gasoline Traction Engine Company. Правда, в период с 1894 по 1895 год было выпущено всего 4 машины. Фермеры не доверяли новой технике, для них они были слишком сложны в эксплуатации. После неудачи с тракторами в 1895 году компания сменила название на Waterloo Gasoline Engine Company и переключилась на выпуск стационарных бензиновых двигателей для сельскохозяйственных нужд. К идее самоходных тракторов компания вернулась только в 1911 году. К началу 1910-х в американской тракторной промышленности существовало более 150 производителей тракторов. Отсутствие стандартов порождало машины, сопоставимые по размерам с гигантскими паровыми локомобилями. Эти тракторы весили около 10 тонн и были полезны только для вспашки, баранования и привода стационарных машин. Первой попыткой массового выпуска тракторов после долгого перерыва для компании Waterloo стал Waterloo Boy Model L. В 1913 году их было произведено 20 штук. На нем был установлен двухцилиндровый горизонтальный четырехтактный двигатель жидкостного охлаждения объемом 5,5 литра мощностью 15 лошадиных сил. Он имел трансмиссию с одной передачей вперед и одной назад. Масса трактора 1360 кг. На следующий год была выпущена его модификация Waterloo Boy Model R. Данная модель выпускалась с 1914 по 1917 год. Общий тираж составил 9310 экземпляров. Изначально на нем стоял двигатель от модели L, но уже в 1915 году был установлен двигатель объемом 6,5 литров. Мощность на валу составляла 25 лошадиных сил. Мощность на крюке до 12 лошадиных сил. Запуск двигателя производился на бензине. После прогрева он переключался на керосин. Трактор имел длину около 4 метров, ширину 1,8 метра и высоту 1,6 метра. Масса трактора 2812 кг. Все элементы трактора были смонтированы на стальной раме. Рулевое управление осуществлялось через цепную передачу. Тормозное управление было ручным. Сцепление конусного типа. Самой успешной модификацией стал Waterloo Boy Model N. Он производился с 1916 по 1924 годы. За этот период было выпущено около 23 тысяч штук. Он был оснащен двигателем объемом 7,6 литра мощностью 25 лошадиных сил и, согласно испытаниям, мог развивать мощность на крюке до 15,98 лошадиных сил. Система смазки была комбинированной. Коленчатый вал и шатуны смазывались под давлением, остальные детали – разбрызгиванием и масляным туманом. Объем системы смазки 3,8 литра. Система охлаждения двигателя представляла собой инновационную для тех лет конструкцию с трубчатым радиатором автомобильного типа и вентилятором. Эта система заменила раннюю конструкцию с охлаждением за счет тяги выхлопных газов. Об этой системе я рассказывал в одном из прошлых видео про систему охлаждения двигателя. Советую посмотреть.
Топливная система включала основной бак емкостью 75,7 литра для керосина и вспомогательный бак на 3,8 литра для бензина. Для работы на тяжелом топливе был разработан карбюратор специальной конструкции Schaebler Model D. Система зажигания была основана на магнето. Это делало трактор независимым от батарей и обеспечивало надежное искрообразование при любых оборотах двигателя. Система запуска была ручной, с помощью заводной рукоятки. Расход топлива при максимальной нагрузке составлял 14,4 литра в час, при номинальной до 7 литров в час, что делало трактор достаточно экономичным. Рулевое управление Waterloo Boy Model N первоначально также использовало систему цепи и барабана. Рулевое управление через червячный редуктор было установлено лишь в феврале 1920 года. Контроль оборотов двигателя осуществлялся через центробежный регулятор с помощью рычага дроссельной заслонки. Номинальные обороты двигателя составляли 750 оборотов в минуту. Регулятор автоматически поддерживал заданные обороты при изменении нагрузки. Трансмиссия Model N имела две передачи вперед и одну назад. Максимальная скорость на первой передаче 3,6 км в час, на второй 4,8 км в час. Обслуживание во время работы требовало регулярного контроля уровня масла, температуры охлаждающей жидкости и состояния приводных цепей и шестерен. Для предотвращения износа механизатор должен был периодически смазывать открытые шестерни заднего привода. По современным стандартам безопасность оператора была минимальной. Открытые движущиеся части и высокий центр тяжести требовали от оператора особой осторожности. Тракторы Waterloo Boy были спроектированы как универсальные силовые установки для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных задач. Полевые операции в первую очередь включали в себя вспашку. Model N мог тянуть трехкорпусный плуг с общей шириной захвата 1 метр 5 сантиметров, что позволяло обрабатывать за день значительно больше земли, чем с помощью лошадей. Баронование и культивация выполнялись с использованием дисковых барон и культиваторов. Хотя Waterloo Boy не был универсальным в современном понимании трактором и не мог производить междурядную обработку растений, он эффективно выполнял предпосевную подготовку почвы и борьбу с сорняками на парах. Не менее важной областью применения была стационарная работа. С помощью ременной передачи трактор подключался к молотилкам и другим стационарным машинам. Транспортные работы включали буксировку груженных повозок и сельскохозяйственных орудий. В отличие от лошадей, которые требовали отдыха и кормления, при необходимости трактор мог работать круглосуточно. Для работы на цитрусовых плантациях применяли модификацию с одним передним колесом California Special. Такая компоновка обеспечивала лучшую маневренность, что было очень важно при работе между рядами деревьев. Увы, изображение есть только такое. Для работы в особенно сложных почвенных условиях была разработана модификация трактора с гусеничным ходом под названием Sure Grip Never Slip, что буквально можно перевести как «уверенный захват никогда не скользит». Важным преимуществом трактора над конной тягой было отсутствие привязки к сезону. В то время как зимой лошади простаивали в стойлах, но при этом все равно требовали постоянного кормления, трактор ел только когда работал. Зимой он мог использоваться для измельчения кормов, распиловки дров и привода маслобоек. Первоначально стоимость Model R в 1917 году составляла $850, а Model N в 1921 стоил $1050. Для среднего фермера того времени это было значительной инвестицией, однако эксплуатационные расходы по сравнению с конной тягой были существенно ниже. Тракторы позволяли увеличить производительность кратно. Один механизатор на Waterloo Boy мог выполнить работу, требующую нескольких человек и 8-10 лошадей. Это позволило фермерам либо сократить расходы на рабочую силу, либо обрабатывать с тем же количеством работников большие площади. Основным рынком для Waterloo Boy вначале были США, Средний Запад, Великие равнины, фермерские регионы Айовы, Иллинойса, Небраски, Канзаса, Миннесоты и другие. С развитием компании был налажен экспорт в Канаду и Великобританию. В последние, в годы Первой мировой войны, тракторы продавались под маркой Overtime Tractor. К 1918 году Waterloo Boy был одним из самых популярных тракторов в США, а сама компания – лидером среди производителей тракторов на Среднем Западе. Компания John Deere к этому времени уже предпринимала попытки создать свой конкурентоспособный трактор, но все они провалились. 14 марта 1918 года компания John Deere приобрела компанию Waterloo Gasoline Engine Company.
В январе 1920 года трактор Waterloo Boy получил окраску в фирменных цветах John Deere зеленым и желтым и логотип с оленем и производился до 1924 года. Это символизировало объединение двух брендов и начало новой эры в истории компании John Deere и, к сожалению, конец эпохи компании Waterloo. В 1923 году на базе Waterloo Boy был создан John Deere Model D. Первый трактор компании John Deere под собственной маркой, который производился почти 30 лет, а Waterloo Boy стал историей. Главными преимуществами тракторов Waterloo были их простота, универсальность и экономичность, что позволило выдержать в начале 20 века конкуренцию среди более чем 1,5 сотен производителей. Кто знает, где были бы John Deere, если бы не Waterloo. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока!